Всем привет! Вот захотелось поделиться с вами своими мыслями на тему, на которую мало кто обращает внимание. А может, кто и скажет, что это все ерунда. Как говорится, ловили без этого много лет и дальше будем ловить. И в принципе будет прав. Но тема такая. Поплавок и натяжение жидкости. Ну, жидкость понятна, для нас это вода на рыбалке. Есть ли связь и стоит ли на это обращать внимание вообще? Чуть физики. Вода же не только просто прислоняется к поплавку, она выгибается. Эта изогнутая поверхность называется мениском. Мениск бывает вогнутый и выпуклый. В состоянии покоя или при медленном движении поплавка обычно бывает вогнутый мениск, который как бы обволакивает поплавок. При вертикальном движении поплавка в воде мениск бывает меняется, с вогнутого на выпуклый и наоборот. Так даже заметно, что вода как бы тянется за поплавком, это и есть натяжение. Еще влияет, конечно, какая поверхность поплавка, но сейчас об этом не будем. Ну, возникает вопрос, влияет ли это натяжение на поплавок или нет. Когда я в домашних условиях огружал некоторые чуткие поплавки, то заметил, что бывало они меняли немного свою огрузку на 3-4 мм. Теперь показываю свои эксперименты. Вот у меня есть дешевые поплавки, они просто пришли посылкой уже некоторые поломанными. Беру поплавок с целой антенной, огрузил его. Если притопил его и отпускаю, он останавливается на одном участке, чуть ниже. Если просто опускаю поплавок сверху, он огружается на другом участке, чуть выше. Но около этого положения огрузки или состояния, можно сказать, равновесия или покоя, силы поплавка малы, и сила натяжения воды, превышая их, останавливает поплавок чуть выше или ниже. Соглашусь, что в данном случае это мелочь, и тем более на рыбалке это совсем незаметно. Это было просто предисловие, чтобы лучше понять смысл дальнейшего. И вот возникает вопрос, может ли эта величина натяжения быть гораздо выше и более глобально поменять огрузку. Для эксперимента прикреплю к одному поплавку с остатком антенны имитатор антенны из легкого пластика с большой плоскостью. Тут эта вся плоскость будет находиться в соприкосновении с водой. Для контроля измерения огрузки на пластине я нанес типа линейки по сантиметрам. Заранее я уже огрузил, опускаю, антенна погрузилась на уровень 1 сантиметра. Чуть притапливаю. На рыбалке это может произойти, допустим, если рыба как бы там клюнула или притопила и отпустила. Отпускаю, и антенна огружается на 2 сантиметра выше. Как раз эти силы натяжения по всей плоскости на чувствительном участке в данный момент не пускают поплавок на прежнее место. В этом случае сила натяжения действует уже на увеличенной площади, поэтому стали гораздо выше. В принципе, с такой же большой площадью соприкосновения могут быть и фирменные антенны, и самодельные. Некоторые сделаны для стабилизации полета, а некоторые для визуального увеличения видимости. Подобная ситуация, а может быть и еще хуже, бывает и в таком варианте с самоделками. Это я как-то был на рыбалке, и рядом рыбак ловил и показал мне свой вариант скользящего поплавка вот такого типа. Смысл самоделки был такой. Основу я не понял, с чего она была сделана, а главное была антенна. Антенна была сделана из кусочка трубочки, по-моему, из коктейлей, миллиметров 5 толщиной, длиной сантиметров 5-6 и с проходом воды через нее. Здесь в этом месте были сделаны 2 отверстия с одной и с другой стороны, и по словам рыбака, поплавком таким пользуются многие рыбаки, он огружен на уровне этой легкой антенны, вода через него проходит, и он очень чувствителен. Для эксперимента беру такой же поплавок, только тут вообще антенны нет. И трубочку я взял потолще, почти 8 мм, чтобы в воде легче было проходить. Вот с трубочкой поработал, верх у нее открыт для свободного прохода воды. Сделал сбоку 2 отверстия. Суммарно эти 2 отверстия даже больше, чем одно верхнее.
На этой трубочке для контроля я также нарисовал линейку. Вот опускаю в воду. Антенна огрузилась на уровне 1 см. Имитирую поклевку на притопление и отпускаю. Теперь антенна огрузилась на 2 см выше. У поплавка нет стабильной огрузки. Тут в этом варианте наружнее и плюс внутреннее соприкосновение с водой. По всей этой площади натяжение жидкости. Внутреннее натяжение по кругу, скорее всего, даже еще больше, чем наружнее. И плюс еще остатки воды в трубке. А до этого и пытался сделать что-то подобное из трубчатого поплавка диаметром 6 мм. Вот был такой поплавок. Укоротил поплавок. Сделал перемычку внутри. Разделил поплавок на 2 части. Вытащил заглушку с торца и сделал с боков ниже 2 отверстия для прохода воды. Но проба показала то же самое, как и в показанном ранее эксперименте. В итоге я закачал в этот верхний проходной участок силикон, поставил заглушку с торца на место и получил вот такой скользящий поплавок. Пока в нем вижу одни плюсы. Ну и заключение лично для себя у меня такое. За натяжение воды можно и не вспоминать, если первое, огрузка поплавка на уровне ватерлинии или ниже. Второе, если огрузка на уровне антенны, но она тонкая и с малой площадью соприкосновения с водой. Третье, если огрузка на уровне антенны, но антенна с большим запасом плавучести, то есть когда поплавок не очень чувствительный. И тем более вода редко бывает в покое на рыбалке, и антенна сама при игре поплавка, покачивании на воде, выберет свое положение. Хотя и бывает штиль, и вода осенняя, холодная, и такая как бы тягучая, где, думаю, эти натяжения могут быть побольше. Теперь, где я буду обращать внимание на влияние натяжения. Первое. Этими самодельными полыми сквозными антеннами я лично пользоваться не хочу, а вы сами смотрите. Второе. Если имеется чувствительная антенна увеличенной площади, то огружать поплавок надо так, чтобы эта увеличенная часть была не на уровне воды, а над водой или под водой. И третье. Насадки на антенки для визуального ее увеличения должны быть над водой. Ну вот, что я хотел вам сказать. Бред это или все-таки можно на это внимание обратить, это вам решать. А это лично мои скромные выводы. Всем пока, всем удачи.